В очередной раз, путешествуя по бескрайним просторам интернета, мне на глаза попалась очень интересная статья, размещенная на сайте wondersign.com, посвященная остеопатии. Называется она «Вправить желудок. Кто такие остеопаты и как они могут навредить?». Именно этой статьей я и хочу с вами сегодня поделиться. Тем более, что ее автор – один из моих самых любимых блогеров живого журнала Алексей Водовозов. Здравствуйте, мои хорошие! В последние несколько лет все чаще можно услышать рекомендации обратиться к остеопату. И не только для коррекции осанки или лечения боли в спине, но и практически с любой другой проблемой. Ходят легенды о том, что остеопатия лечит заболевания желудка и кишечника, избавляет от аллергии и улучшает иммунитет. Сами специалисты рассказывают пациентам о всемирном заговоре фармкомпаний и о том, что остеопатию не преподают в медицинских вузах специально, чтобы люди побольше болели. Врач-токсиколог и медицинский журналист Алексей Водовозов разобрался, откуда появилась остеопатия и чем она может быть опасна. Остеопатия, если брать за основу определение Российской остеопатической ассоциации, это холистическая мануальная медицинская система профилактики, диагностики, лечения и реабилитации последствий соматических дисфункций, влекущих за собой нарушение здоровья, направленная на восстановление природных способностей организма к самокоррекции. К сожалению, уже не получится махнуть в сторону остеопатов рукой и сказать «не обращайте внимания». Это лишь очередная вариация на тему альтернативной медицины. Дело в том, что в соответствии с приказом Минздрава номер 700-Н от 7.10.2015 года остеопатия – легальная врачебная специальность. И если гомеопатию или биорезонансную диагностику можно смело называть альтернативными, остеопатия уже вполне официальна. Правда, более научной она от этого не стала. Остеопаты утверждают, что любая патология в человеческом организме своей причиной имеет некую дисфункцию, состоящую из трех компонентов – биомеханического, ритмогенного и неврального. С существованием неврального научная медицина более или менее согласна. При различных заболеваниях действительно может нарушаться контроль или регуляция тех или иных процессов со стороны нервной системы. Но два остальных компонента – чудеса параллельных вселенных. Исходя из остеопатической теории, при любой дисфункции происходит нарушение податливости и равновесия тканей тела человека, биомеханический компонент, и нарушение выработки и передачи каких-то внутренних ритмов, о которых доказательной медицине ничего не известно. Это и есть ритмогенный компонент. И если эту составную дисфункцию исправить, болезнь отступит. Например, можно вправить желудок или поставить посимметричнее кости черепа, восстановив микроподвижность головного мозга. У остеопатической теории есть вполне конкретный автор – американский медик Эндрю Тейлор Стил, и конкретная дата рождения – 1874 год. Примечательно, что примерно в то же время другой выдумщик и фантазер Дэниел Дэвид Палмер придумал хиропрактику, и, как утверждают их адепты, эти два течения ни в коем случае нельзя путать между собой. Хотя общего достаточно много, абсолютно та же ненаучная основа, только хиропрактики еще говорят о некоем врожденном интеллекте, потоку которого могут мешать подвывихи позвонков, которые нужно довольно интенсивно вправлять. Создатель остеопатии Стил был врачом, хирургом, одним из основателей достаточно известного в США частного вуза, аффилированного с Объединенной церковью методистов университета Бейкера. При этом он придерживался идеи, что для восстановления здоровья не требуется вмешательство врача. Достаточно помочь организму восстановить нарушенное равновесие, а остальное он сделает сам. В рамках этой парадигмы действовали гомеопаты, гидропаты, томсонианцы и прочие альтернативщики XIX века. Ортодоксальные доктора того времени практиковали кровопускание и лечение ртутью, что иногда наносило пациентам больше вреда, чем сама болезнь.
Так что у альтернативщиков были достаточно сильные позиции, ведь если пациенту давать гомеопатические снадобья или лечить остеопатией, основная помощь будет в отсутствии дополнительного вреда. Со стороны же это может выглядеть как действенный способ исцеления, без ртути, слабительных, опия и кровопусканий. У Стила были и личные мотивы. Его жена и 3 дочери погибли от менингита. От этой болезни умирают и в наши дни, а уж медицина XIX века ничего не могла сделать. Но он посчитал, что нужно создать новую медицину, которая будет лучше и эффективнее. Известно, что анатомия, то есть строение тела и каждого отдельного органа, и физиология, функции и процессы взаимосвязаны. Каждая часть тела устроена именно так, чтобы лучше всего выполнять определенную задачу. И Стила решил, что раз структура и функция взаимосвязаны, то достаточно легких и ненавязчивых воздействий извне на структуру организма, в первую очередь на опорно-двигательный аппарат, отсюда остео, то есть кость в названии, чтобы передать внутренним органам информацию, команды на восстановление нарушенных функций. В 1892 году появилась первая остеопатическая школа, в которой начали готовить специалистов новой медицины. В том же году вышел фундаментальный труд Стила «Философия и механические принципы остеопатии». Остеопатия встретила организованное и ожесточенное сопротивление со стороны медицинской общественности США. Американская медицинская ассоциация определяла это течение не иначе как культ, а этический кодекс ассоциации подразумевал, что нормальный врач не может по доброй воле общаться с остеопатом. Эффект получился обратный. Притесняемые и гонимые официальной медициной, альтернативщики быстро набирали бонусные баллы. В этом им помогали многие политики, общественные деятели и известные личности, например, писатель Марк Твен. Он уверовал в эффективность новой методики, когда остеопат вроде бы облегчил симптомы эпилепсии его дочери Джин, а также симптомы хронического бронхита самого Твена. Аргумент «а мне помогло» в устах выдающегося человека и признанного мастера слова звучал чрезвычайно убедительно. Просить мнение врача об остеопатии все равно, что спрашивать сатану о христианстве, язвительно заметил Марк Твен в 1901 году, а в 1909, выступая на Ассамблее штата Нью-Йорк, напрямую обвинил врачей в том, что они просто боятся, что остеопаты, реально исцеляющие людей, просто разрушат бизнес ортодоксальной медицины, которая ничего не умеет, кроме как препятствовать всему новому. Знакомая риторика. Буквально в прошлом году мы наблюдали ее в России, когда вышел меморандум о лженаучности гомеопатии. Американская медицинская ассоциация долго боролась с остеопатией, но в конце концов пошла по пути «не можешь победить, возглавь», разрешив остеопатам становиться настоящими врачами и признав остеопатические школы медицинскими. Взамен остеопатов удалось нагрузить всей полнотой ответственности за пациентов, как и должно быть для лицензированных врачей. В результате с 60-х годов остеопаты в США превратились в семейных врачей, практикующих некие мануальные методики. Этот подход набрал обороты. Под лозунгом «делайте, что хотите, но несите врачебную ответственность за последствия своих действий» остеопатию в 1993 году легализовали в Великобритании, позже в Канаде, во Франции, Бельгии, Германии, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии, Португалии, в Египте и Индии. Во всех странах, где остеопатия становилась официальной, наблюдалась примерно одна и та же картина. Часть остеопатов постепенно перемещалась на научные рельсы, концентрируясь на различных методиках релаксации, реабилитации после травм, работы с контрактурами, ограничением движений в суставе. В этом случае они оказывались прикрытыми с юридической стороны рекомендациями и руководствами, которыми до этого активно пользовались специалисты лечебной физкультуры, массажа, спортивной медицины и прочих смежных специальностей. Коротко, суть перемещения охарактеризовал в интервью один остеопат. Мануальный терапевт – это массажист с задранным ценником. Остеопат – это мануальный терапевт с задранным ценником.
То есть часть приверженцев остеопатии удачно влилась в мейнстримовую медицину, оставив лишь привлекательный для особо впечатлительных пациентов фасад, за который они готовы доплачивать. А плюсом такого подхода можно считать наличие остеопата медицинского образования и возможность, в случае чего, спросить с него через суд, как с обычного врача. В СССР остеопаты начали активную работу в период перестройки. Отправной точкой считается лекция известного американского остеопата Виолы Фрайман в НИИ ортопедии и травматологии имени Турнера в Ленинграде в 1988 году. Автор этого материала на ней присутствовал. Излагалось все очень вкусно, стройно и логично. И некоторые неизбалованные альтернативщиной советские врачи загорелись новой идеей, съездили в США набраться опыта. Тот факт, что в 1992 году Фрайман обвинили в служебном несоответствии за халатное и непрофессиональное обращение с пациентом, недельным младенцем, уже мало кого интересовало. Зерна сорняков, упавшие на благодатную почву, бурно заколосились. В итоге к 1994 году уже в Санкт-Петербурге была создана первая российская негосударственная остеопатическая школа. В 2003 Минздрав официально признал остеопатию методом лечения. В 2012 началось документальное оформление специальности, которое закончилось 3 года назад. Как и у любой альтернативной методики, пусть и легализованной, у остеопатии большие проблемы с доказательной базой. Авторы одного из немногих научных обзоров по данной теме пришли к выводу о том, что нет никакой клинической значимой разницы между остеопатическими и другими вмешательствами для уменьшения боли и улучшения функции у пациентов с хронической болью в нижней части спины. Если же разбирать результаты исследований, в которых была показана эффективность остеопатических манипуляций, обязательно обнаруживаются многочисленные нарушения дизайна, ошибки статистической обработки результатов или просто неверное толкование полученных данных. В одном из разборов оказалось, что на самом деле в рандомизированном контролируемом исследовании остеопатические манипуляции не просто были неэффективными, но и снизили эффективность реабилитации, хотя авторы, конечно, утверждали обратное. И даже убежденные остеопаты все чаще высказываются о том, что не хватает хорошо проведенных исследований. В противном случае остеопаты рискуют застрять в колесах истории, ведь научная медицина продолжает развиваться впечатляющими темпами. Навредить остеопатия, конечно, тоже может. Напрямую вряд ли. Остеопаты все-таки не костоправы хиропрактики, которые готовы вправлять позвонки и крутить голову пациентки так, что повреждаются позвоночная артерия и развивается инсульт. К счастью, остеопаты действуют куда осторожнее. Возможно, поэтому и легализовали именно их, а не хиропрактиков. А легализация, в свою очередь, привела к тому, что от утверждения об отсутствии противопоказаний остеопаты избавились. Раньше было «можно всем без исключений», теперь существует масса противопоказаний. Например, на официальном сайте Российской остеопатической ассоциации приводится внушительный список противопоказаний. Это самые разные инфекции, повышенная температура, заболевания кожи, крови, сердца и легких, доброкачественные и злокачественные опухоли и многое другое. Отдельной строчкой упомянуты острые и подострые воспалительные заболевания головного и спинного мозга и его оболочек, миелит, менингит и другие, что особенно интересно в контексте рождения остеопатии как способа чудесного исцеления, в том числе от менингита. Опосредованный вред от остеопатии, как обычно бывает в таких случаях, может быть нанесен по 2 направлениям. Первое – диагностика несуществующей болезни и ее лечение за ощутимую сумму денег. Характерным признаком развода можно считать слова остеопата о необходимости вправить некий внутренний орган, исправить симметрию костей черепа, восстановить некий краниосакральный ритм. Второе – пустая трата времени при реально существующем заболевании, когда требуется помощь профильного специалиста. В основном это касается заболеваний из перечня противопоказаний, в том случае, если остеопат не удосуживается сообщить о нем пациенту. Если у вас есть жгучее желание обратиться к остеопату, для начала убедитесь, что вам это не противопоказано. Также поинтересуйтесь наличием всех необходимых документов, вроде диплома и лицензии.
И, конечно, имейте в виду, что чудес не будет. Вам просто могут помочь расслабиться. Если необходимо именно это, можно обратиться к остеопату, а во всех остальных случаях лучше начинать со специалистов с более научным бэкграундом. А на сегодня это все. Ссылка на озвученную статью будет в описании к этому видео. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!